Не стреляй сейчас. Не спеши, не бойся. Под ребра, под ребра. Мой первый морал, честно говоря, стрелял Миша Устюгов, получилось, но однако у нас, я камерой маленько работал, а Миша карабином. Хорошо, Зак. Хорошо. Молодец. Молодец, Зак. Хорошо, выручил ты нас. Вот никогда не думал, что придется с кабаненком вот так сфотографироваться. С медвежонком есть, с кабаненком. С кабаненком. Мама и папа говорили, когда мне было 7-8 лет, уже 10 лет, они мне там купили ружишко какое-то, одностволку. Я уходил, зайца из этого принесу, папа все время издевался, говорит, нашел дохлого, глухаря стрельну, подкрадываюсь, гвоздями нарубленными стреляли. Не было в те времена, это 50-е годы. Я принесу этого глухаря, он говорит, нашел дохлого, ты издевался прямо надо мной. И вообще дальше они говорили, в кого такой урод выродился? Никого. Художники были там, еще какие-то там психологи, но ни в коем случае охотников не было в роду, пока они там рассуждали про меня. Казис Буошко, как и подобает профессиональному охотнику, уходит в тайгу в начале октября. На сей раз его боевая, видавшая виды Нива, вмещает в себя самого Буошку, его товарища из Нижнего Новгорода, продукты, лыжи, необходимую утварь и 3 собак. Часть вещей приходится оставить дома. Место в обрезе. Что там такого набрали, Казис Казимович? Что набрали-то такого? Конца края нету. Едем на целый год живой, до марта месяца. Подержи, пожалуйста. Картошку-то хоть взяли? Картошку еще бы отсюда везли в деревню, картошку возьмем. Луку вон еще полмешка. Главное, оружие не забудьте. Ну вот куда ложите? Куда-нибудь ложь. Как ты, значит, куда-нибудь? Он говорит, по углам разложим. Ага. В принципе, наверное, пара собак-то войдет. 4. Собаки, они такие. Они сначала им тесно, а потом нормально будет все. Они найдут себе место сразу. Самый трудный момент для меня. Этот вот виск настолько надоедает, что невероятно. Люди ругаются. Вот подержи, Славу, пожалуйста, если можешь. Сейчас еще одну привезу. Ну все, давайте, удачи тогда вам. Удачи вам, Казис Казимович. Чуть позже Буошко скажет. Никогда не проспал, не пропил. Это день уезда, день приезда. Никогда. Все идет, никогда ничего не менял. Вот 70 лет уже, 8-й десяток пошел. Никогда свои охотничьи чувства я никогда не пропил и никогда никому не подарю их, понимаете ли? Поэтому я просто с уважением нахожусь здесь, но другой раз думаю, елки, маленько охота пожить по-человечески. Для вам скучно будет. Так вот я и поэтому и катаюсь сюда. До деревни Новая Бурка, это 350 верст от города, Буошко будет пилить часов 7. Из Бурки до избушки еще 35 километров. Вроде немного, но есть существенный нюанс. В октябре на Ниве туда не проехать. Лесная дорога, проложенная несколько лет назад нефтяниками, а здесь ищут нефть, ими же и раздолбана. К счастью, друзей у Буошки хватает. Один из них довезет охотников и их пожитки на самодельном вездеходе.
А мы точно знаем, рано или поздно отправимся к Бошке в гости, в тайгу. Через 3 месяца мечта сбывается. Длинные новогодние каникулы – лучшее время для подобных приключений. Тем более, что и сам Бошка приезжал на Новый год, а теперь ему нужно обратно. Новая Бурка – последний оплот цивилизации. Дальше в этом направлении деревень нет. Хотя слово «цивилизация» и здесь звучит весьма нелепо. Сотовая связь отсутствует. Автобусного сообщения даже с ближайшим селом Парбик, это всего 150 верст, и то нет. Хорошо, хоть дорога расчищена. Видишь, я тут немножко гостинца разнес ее. Пылим дальше. Я вчера там у тебя был. И что? Да ты что, прям... Ну мы вот с Иваном ездили на 9-ке. Да. И прям до места. 79-го года я здесь. Ну, в 79-м я пришел с армии, тут вообще, понимаешь, этих косачей было. Вот на тракторе выезжаешь на поле, черно, вот поле не видать, черно вот так вот все. Как раз же там же договора еще заключали вот на косачей, на это, на все. Я ему рассказываю, говорю, рябчиков мешками, рябчиков сдавали тогда, и пучнину, белок я, честно говоря, тут случайно, я совершенно не собирался хвалить себя, но дело в том, что так действительно это редкий случай был. 600 белок, даже не верили в казагод-конторе, где он из этих белок столько набрал. Приезжали, смотрели, у меня мешки крапивные висят на этом, в лесу, естественно, что нигде никаких охотников там и не мог собирать. И вот солому возили на тракторе. По 30 лосей, 31 самый большой на сдачу только отстреливал. Это катастрофа, если говорить. Сколько был лося, плановый отстрел. Все мне говорят, кто? Чего ты тогда столько много лосей? Я говорю, плановый отстрел, я не виноват. И говорю, планировал, райпо, год конторы, и райисполком мы все планировали. Еще 4 десятка километров по тайге, и мы во владениях Бошки. Казис Казимирович большой любитель всяческих шуток, поэтому нижегородского напарника сходу простенько разыгрываем. Выходим из машины без Бошки и спрашиваем, а где сам Казис? Нет, он выехал там. Пушнину надо было, вещи какие там взять. Понятно. Все, привет. А мы думали, Казис Казимирович здесь. Нет. Черт возьми. А ты, Казимирович? Почему далеко отходит от избы? Пошел за аккумулятором. Я тебе дам за аккумулятором. А я что везу? Тебе не аккумулятор, что ли? Нет, откуда я знаю, когда ты приедешь? Это он настоял, говорит, давай разыграем, говорит. Спросите, правда, говорит, спросите, дорогу на Парбик, но мы уж не стали. Решили спросить про Бошку. Да, про Бошку. Наоборот, надо было сказать, на Парбик правильно едем или нет? Что там, есть? Ой, нам мои хорошо говорите. Собаки тем временем сходят с ума от счастья. Хозяин вернулся. Ой, мой амурочка, ой, соскучились, я понял. Соскучились. Ладно, перестаньте, доченька моя. А это как зовут? Тайга, молоденькая, 7 месяцев. Вот такая, ихняя родная. Затем небольшая экскурсия по территории. Вот моя базовая избушка, так, если можно назвать. Она, в общем-то, не такая маленькая. Хватает нам 3-4 человека, когда... с беды, конечно. Там подальше у меня, вот гараж, это бывшая старая избушка. Я начинал отсюда это свою деятельность в Октябрьском районе. Вот была когда-то избушка. Тут тамбурок такой, для дров, для прочего. И здесь у меня сейчас гараж. Я это на вылет двери сделал. Тут дверь большая, широкая, и там широкая. Заезжаю, и там выезжаю, или наоборот, с той стороны. И баньку вон имею уже. Банька старенькая, с сыном когда-то рубили. Ну мы моемся здесь, конечно, с беды. Но часто в деревню ездим мыться. Я-то человек не ленивый, моются в бане только ленивые люди. Им лень чесаться, они идут в баню скорее. А я человек не ленивый, поэтому у меня здесь больше мяса коптю. Ну смотри, всякого антуража. Давай Бошку снимай. Не Бошку снимай, я заранее прошу прощения у наших телезрителей за то, что мы сейчас это покажем, но куда деваться? Жизнь есть жизнь, таежный быт есть таежный быт. Собственно говоря, вот так вот и выглядит охотничий туалет. Можно совершенно спокойно и удобно на нем расположиться и думать о высоком, глядя на великолепную окружающую вас природу.
Здесь, в тишине Бакчарской тайги, сын сосланных в Сибирь литовцев Казис Бошко охотится более 40 лет. Именно здесь сняты его фильмы о профессиональной охоте в Западной Сибири. Во втором фильме показана также охота в Литве и Тыве. Эти фильмы бродят по Рунету. Благодаря им Бошко известен далеко за пределами Томской области. Ну, а фильм вообще, если так говорить, я с детства сильно был, заядлый охотник и любил читать всякие эти журналы по 10 раз охотничьи, книги эти. А книг-то нету ничего про охоту, очень мало было. Но я это все перелопатил 10 раз подряд. И все время думал, как бы фильм какой-нибудь посмотреть. Когда всякие смотрели там партизанские всякие съемки эти. А про охоту думалось. Вот я, видимо... время такое настало, когда все-таки доступны камеры, эти стали все-таки по цене и прочее. И решил попробовать. Вот я первый фильм сделал. Просто звонят люди, просто требуют еще фильм, честное слово, в буквальном смысле слова. О, молодец, попался, сука. Я его, наверное, не унесу, слушай. Придется за сюр-то идти, слышишь, Серег? На шею одел удавку. Сейчас веревку подтащу и это вытащим как-нибудь. Можно? Хорошо. Хорошо. Ну сегодня свежатинки-то пожрем. Нет. Почему? Нет. Его проверять надо. Свежанину не будем есть. Будем того кушать. Молодец, ну ты чё, моя хорошая, а? Улипла? Чё под ноги не смотришь? Интересно, бегаешь, а? Ой, самочка, однако, что ли? Маленькая самочка. Да, ну, здесь. Чё, ну? Ё-моё, маленькая, на дерево. Это скотинка, а? Слушай, самочка, однако. Как определил, Казис? А? Как определил? Ну, она сейчас проверим, что такое там у ней. Карданчик, ай ты, скотинка. Карданчик, если самочка похожа. Карданчик, если... Ай, давай капкан сниму. Отпусти перчатку, говорю. Отдай перчатку, скотинка. Отдай перчатку. Отдай. Отдай перчатку. Теперь не отпустит. Нет, дай его. Во, ладно. Отпущу, наверное. Слушай, пусть бежит. Маленькая, темненькая. Беги. Беги, моя хорошая. Беги. Зачем отпустил-то, Казис? Так отпустил. Слушай, канитель люблю. Ловлю, отпускаю вот так. Они потом осторожненькие делаются, не попадаются. Будешь бегать, смотри под ноги. Не попадайся Лёшке Ивину. Лёшка разденет и на трещинку не посмотрит. Неожиданно помаленьку начал. И получаться начал второй фильм в итоге. Получился из 3 частей в Туву. Ездили 5 лет подряд. Пока там кое-какие кадры собрал. Потом в Литву. Решил так разнообразно показать. Тува, Литва и Западная Сибирь. Короче, вот про охоту немножко, флору, фауну Литвы. И также Тувы, и потом Западную Сибирь. Дай, Ночка, место сидеть.
Казис Бошко к своим фильмам относится буквально с отеческой любовью. Это и понятно. Во-первых, в каждом его фильме масса замечательных и даже уникальных кадров. А во-вторых, каждый фильм для него — это 5-6 лет работы. Хотя правильно будет сказать «жизни». Казис Казимирович нам даже ультиматум поставил. «Не покажете, — говорит, — фрагменты из моих фильмов, люди не поймут. Напишите, — говорит, — хоть 1000 раз, что это любительская съемка, но покажите хоть немного». Ну как такому человеку откажешь? Да, пусть снято не очень профессионально с точки зрения телевидения, но в плане охоты вряд ли кто-то обвинит Бошку в непрофессионализме. Все-таки спою песенку. Там, где на сопках багульник цветет, и кедры вонзаются в небо, я знаю, давно меня ждал край, где ни разу я не был. Добытым медведем Бошко давно перестал вести счет. Лосей отродясь не считал, соболей тоже. А первой солидной добычей, которую некогда записал на свой счет 20-летний Казис Казимирович, была рысь. Первую рысь поймал я в капкан. А потом ловил в буквальном смысле слова по заказу этого. У нас приемный пункт такой был, живых зверей сдавали. Глухарей живых ловили. Но я глухарями не занимался, а рысями занимался. По 2 штуки даже привозил. Тайга всегда была к Бошке щедра. Хоть и говорят, мол, кто охотится и удит, тот богатым не будет, но охота позволяет Казису Казимировичу жить достойно. Основной доход пушнина, конкретно соболь. В этом сезоне стоимость одной шкурки составляла в среднем 5000 рублей. В общем, Тайге Бошко благодарен. Однако добавляет, она не только щедрая. Конечно, суровая тоже. Суровая достаточно, ужасно, мучения сплошные. Другой раз подумай так, как вот вы сейчас про фильм спросили, так это. Думаю, господи, когда это, поживу ли я как когда-нибудь, ну, с такой жизнью беззаботной, которую, вот как некоторые мои приятели там в Томске. Кстати, о суровой прозе жизни охотника. Сын Казиса Бошки по стопам отца не пошел. Охотником не стал. Настолько тяжелейшая моя профессия, настолько это опасная, настолько она мучительная. Я просто рад, что сын. Однажды он у меня был, он здесь сезон один полностью был. Когда я по 30 лосей мы с ним тут обдирали, возили, сдавали государству. Все это плановый отстрел был. И я думаю, я бы сейчас не смог, если мой сын, я бы там в городе остался, допустим, а сын здесь бы, я бы не смог. Я просто мучился с ним до последней капли крови, можно сказать так. Потому что сильно опасно в лесу, риск, мучения всякие эти, которые только, может, выросший в Сибири, но он тоже в Сибири вырос, конечно, сыночек у меня в Сибири вырос, но он не в таких условиях, как я. Мы же 5 лет, сами понимаете, ни окон, ни дверей не было. Хозяином тайги Бошко сам себя не считает, а вот просто хозяином в плане своего отношения к тайге, к птицам и животным, безусловно. Это у меня заповедник называется. Любимое мое место здесь, самый лучший уголок, небольшой всего, километр кедрача этого. Но тут все норовят лесники порезать, я никак их не пускаю никого сюда. Ну вот держится пока до сих пор. В охотничьих угодьях Бошки еще и собственный глухариный заповедник имеется. У меня красивый глухариный заповедник здесь есть, который я и горжусь этим заповедником. Там не пускаю никого, не думайте. У меня приезжают томские там карифаны, ой, руки дрожат, хотят их там, этих глухарей, пострелять. Они мне буквально болтаются вокруг меня там, эти глухари. Я ни в коем случае ни разу никому не давал стрелять. Заповедник это я придумал сам, если уж так говорить. Ну, там растут они у меня, и потом холода настают, они разлетаются, ну и по угодьям поохотничьим. И никто спасибо ведь не скажет. Никто не скажет спасибо. Они, господи, все побьют, мимо Бошки едут, если где-то с нарезными оружиями. Все постреляют буквально. Я их в дверь, они в окно не дают. Кыш! Двери открыть, поспать не дают, господи. Да что там глухари? Однажды Бошко подобрал сбитого снежным зарядом лебедя.
главное, самое смешное вот в чем. Посадил, привез домой, а у меня 2 друга у меня было там в избушке. Орлов такой, Владимир Антонович и Дима Шипош. И они пока в лесу были, я эту лебедь уже обгладил там все это. Он как бы ко мне немножко, как бы уже, чтобы в глаз не клюнул меня, откровенно говоря. Я слышу, собаки залаяли, они идут в это, домой. Я лег на кровать в избушке, и лебедь эту на грудь себе положил. И глаживаю его, лежу. Они с улицы зашли, заходят, они видят лебедя, что на груди у меня сидит он. Ну и так раз там, пока присмотрелись, а еще не совсем темно было. Они ближе, что-то раз, а этот лебедь крылья поднял и щипит на них. Это катастрофа. Орлов этот говорит, верите или нет? Орлов говорит, матом, говорит, Дрит Варштейн, дескать, что глухари у бошки на голову садятся, это точно, говорит, знаю, потому что он сам видел, что глухари туда-сюда, да. Но чтоб лебедь охранял его, говорит, впервые такое вижу. Баек Бошки сотни. Однажды на вопрос, что нужно, чтобы стать профессиональным охотником, Бошка ответил: научиться врать. Правда, сам уверяет, что не врет никогда, и добавляет свою любимую фразу: «Клянусь копытами козла», и ссылается на свидетелей. Ладно, поверим. Темнеет зимой рано. Наморозившись за день, топим печь, принимаем по 5 капель бошкинской настойки, разговариваем, как принято говорить, за жизнь. В том числе и о родной для него Литве, куда он давно мог бы уехать, имея двойное гражданство и зная язык. Просим Бошку что-нибудь спеть по-литовски. Он не отказывается. Лики свейка, мергите мана, рамуна жиду лаймя бург, мана ликимас партизана, щандинача орит кашкур. Падокся сутя балтаранка, ляйски пожвяликти и акис, и валандиля нор семянка, текман браньяуся отментис. Клаюсь тивишкя смешкуся, драся приглаус маня нактис, а кайп наричав гришти виляй, и гришу ей гуня мертис. Охота плакать, там такие красивые слова, сейчас за слово говорю, слезы наворачиваются. А кайп наричав гришти виляй, и гришу ей гуня мертис. Ну, это очень сложно перевести. Почему? Потому что рифма литовская и рифма русская совершенно не клеится. Смысл-то тот, что уехал человек из Литвы, был в Сибири, и, сосланный, репрессированный там, и страшно мечтал вернуться в Литву. И когда там уезжал оттуда, он сестрам, всем, кто знакомым, девчонкам, сестренкам, пожал руки всем, и в итоге со слезами уехал. И плачущим голосом там как будто сидит за столом, так как я, и поет эту песню в силу того, что у него на душе, кошки скребут, охота в Литву вернуться, и он обещает там литовцам: я вернусь, если не умру, и грищу ейгу не мертис, и вернусь ейгу не смерть, то есть не помру где-нибудь тут этих в сибирских лесах, вот откровенно говоря. Ишниксю ашли кокс шашели, здрася ижгинсю ковая, тыквена карту суженоси, когда ж я вильсю скапося, тыквена карту суженоси, когда ж я вильсю скапося. Я исчезну как тень. Смело буду по лесам, это партизанская песня, по лесам буду там ходить и выгоню всех этих воинственных, которые оккупировать Литву хотели, и сгинься, драся, смело выгоню всех воинствующих людей, и ты только однажды узнаешь, что я лежу уже, и вена карту суженоси, когда же Иисус капася, и однажды ты узнаешь, что я отдыхаю в могиле. Вот это так, рифма же там, понимаете, нет? Тут как бы не получается рифма на русском языке. Но у вас же получилось вернуться в Литву? Так родители вернулись, я-то не могу. Сибирь меня приковала так, что с большим удовольствием еду в Литву, но с таким большим же удовольствием возвращаюсь обратно. Не могу, месяц побуду, все, мне скучно Литва. Хотя там прекрасно, все мои карифаны хорошие, кто
даже умнее меня, я считаю. Говорит, мы бы вообще уехали, а у тебя зеленый паспорт, езжай живи. Как ты здесь? Не могу. Вот, то есть кто-то может объяснить, психолог какой-нибудь, я не могу сам себе объяснить. С утра просим Казиса Казимировича показать в работе его собак, точнее гибридов. Это помесь волка с лайкой. Несколько лет назад Бошка привез из Литвы вот этого красавца. Его зовут Амур, ласково Мурка, его супругу Дайна. Именно о промысловой охоте с гибридами снимает Бошка свой 3-й фильм. Ах, и Мурка молодец. Ой, молодец. Как он оперативно его сделал вообще. Ну, хорошо, Мурочек. Вообще невероятно. Только, бляха, это как дал такими прыжками, ужас тихий. Называться будет фильм «Шерхан и Багира». В главных ролях, разумеется, Амур и Дайна. Собак своих Бошка обожает. С любовью, с уважением к этим собакам. Прямо какое-то дополнительное уважение у меня к ним. Не знаю почему, как объяснить. Может, потому что волки подписались работать на человека. Может, поэтому, да, ребята? Как вы думаете? А вот обычно лайки делятся там соболятницы, медвежатницы, лосятницы. А вот эти, они Они у меня, как сказать, универсальные. Они на что охотишься, на то они будут работать тебе. На соболя единственное, что хочу тут подчеркнуть, что они сильно удобны для соболя в силу того, что у них чутье повыше, скорость побольше, они очень быстро садят соболя и быстро догоняют, короче, в целом так сказано. Сколько щенок стоит, если не секрет? Ну, у меня минимальная цена 20. 20 тысяч рублей. Да, 20 тысяч рублей. Ну, вообще в интернете гибриды стоят 40 тысяч цена, это точно. Абсолютно есть питомник небольшой уже у нас в Европе, который там гибридов разводит, воландами называют они их, этих собак. Но у них 40 тысяч. Но тут мои друзья с Нижневартовска с ними связывались. Покажите, говорит, что-нибудь, как у вас собаки, какой-нибудь кадр, картинку какую-нибудь хоть. Работают они или нет? Они не могли ничего показать. То есть я-то фильм снял про них полностью. 3-й фильм «Профессиональная охота с гибридами». А вот эксперты, кинологи, чего о ваших собаках говорят? Они ничего, они не любят их, не думай. Они очень ревностно относятся к этому. Они же все эти консерваторы, люди, там, я не знаю, почему они так болезненно очень, потому что сильно хорошие собаки, они ревностно относятся, потому что не по зубам каждому иметь таких собак. Насчет охоты в этот день Бошка сразу, мягко говоря, усомнился. Мороз около 30, плотный снег, но уговором нашим внял и 7 часов гонял своих гибридов и нашего оператора Валерия Доронина по тайге. Молодец, хорошо. Хорошо, моя маленькая. Вот это соболек бежал, подслушивал собака вот там преследовала ее следы. Вот мы сейчас идем обратно домой. Вот она, раз это, соболек небольшими скачками, чтобы не проваливаться сильно. Прыг, понял? Вот так гибриды идут, им
снег, не снег, они, если след понравился им, они будут это. Говорите. Вот я говорю, что они свежий след, они похожи в ту сторону. Видишь, туда проверили взад и пошли куда, в какую сторону соболи. Вот будем сейчас выслушивать лай. Такой пушистый снег, он не трудно определить, понимаешь? Сильно пухлый снег, он раз не прижат, он вверх и идет. Вот белочка. Это вот белочка, видишь как? Она вот орешки нашла. Здесь нынче маленько слабая, но была шишка. Вот орешки нашла бедненькая, вот. Она и побежала, рылась тут буквально до нас, наверное. Вот глухарь ночевал, но давненько уже. Вон лунка его уже маленько замело ее. Вот он так ныряет снег, и там теплее ему, ветер не дует, и получается это зиму так коротает они. Зверек такой, вот, соболь, знаешь, как для охотника нормального. Шибко такой шустрый, ходкий, хитрый. Бывает, что в таких корнях, вот бревнах, всяко запрячется так, что рубишь полдня. И бывает, стрельнешь, повиснет. Приходится рубить дерево. Когда кормится, сыпет, ну, под ноги, вниз туда эти иголки, они таким вот методом могут, ну, принюхать его. Тайночка, иди скорее сюда, иди, моя хорошая. Давай, услышишь одно удовольствие. Знаешь уже, что день не впустую прошел. Забегая вперед, скажем, что соболя собаки все же нашли. Но пока Казис Казимирович и наш оператор продирались сквозь чащу на лай, соболек успел сбежать. Ну и бог с ним. Марафон. Да я про себя, марафон говорю. К слову, матерый таежник Бошка до тех пор, пока уже точно не решил выходить из тайги, даже чаю и сам не попил, и нашему оператору не дал. Объяснил просто. Поговорка такая есть, что можно съесть сегодня, ешь завтра. А что можно сделать завтра, делай сегодня. Так что я тебя чайку попью, вот и тяну чайку как можно дальше, чтобы вдруг хуже еще будут моменты. Белка, вот смотри следы. Несмотря на то, что Бошка частый гость на томских и литовских телеканалах и даже в программе «Сам себе режиссер» участвовал, здесь, в Бакчарской тайге, телевизионщики не были. Мы первые. Памятуя об этом, пытаемся сделать стендап, сидя в нартах. Получается смешно. Здравствуйте! Вы смотрите очередную программу с цикла «Хозяева тайги». В этот раз мы отправились в тайгу с профессиональным охотником Казисом Казимировичем Бошкой. По пути назад очарование тайги рушится. Встречаем лесозаготовителей. Они работают здесь, на угодьях Бошки. А в 300 метрах от его избы буровая нефтяник. Вечером, за чашкой чая, Бошка признается. Жизни не будет с ними. Они меня мои путики все, ловушки, все перевернули, все сделали, а теперь разбили там, ездить не могут, едут новый, зацепили, последний мой путик зацепили так, что вот по которому мы сегодня с оператором шли, этот путик они зацепили. Это хорошо сейчас мороз, да? А весной и летом они просто разобьют его и бросят, и снова будут, следующий профиль будут брать. Никто дороги не делает здесь, ничего, никому это не надо. Вам все-таки уже за 70. Да.
Может, уже как-то, поближе к Томску какие-то угодья взять? Никогда никакие угодья ни на что не... Если брошу, я сразу брошу здесь, потому что страшно. Я такой человек, я привыкаю к своим вещам, привыкаю к своей территории, привыкаю к своей жене. В самом деле, я очень стационарный человек, как бы там не было, где-то глазки кому-то построил, это ничего не значит. Я просто в самом деле говорю, я влюбчивый, как уже говорил, и я никогда не могу позволить сейчас перейти на другую территорию. Это не надо, это мне море друзей в Томской области, в Томском районе, которых зовут, приглашают. Не еду я. Я когда придет время, я такую песенку спою. Уеду я из этих мест, где от черемухи плачущим голосом весь белый лес. Неужели и будет людям нормальным понятно. А теперь скажите честно, неужели такое время придет? Конечно, придет. Я просто уже знаю, что придет. А все, это необратимый процесс идет, и ничего не сделаешь. Вы сможете без тайги жить? Ну что? Ну, с одной стороны, если сказать честно, я хоть поживу последних там 2-3 года, может, больше, не знаю, но зато я как человек поживу. И не поймешь, верить ему или нет. С одной стороны, вроде и не лукавит, но по дороге сюда постоянно говорил: вот еще немного, и мы дома. Вот еще чуть-чуть, и мы дома. А когда добрались, вот мы и дома. Хотя чему удивляться, более 40 лет, сын сосланных в Сибирь литовцев, профессиональный охотник, автор 3 видеофильмов «Казис Бошка», живет здесь по несколько месяцев. Так что и здесь у него дом, и в Томске. И 2 родины – Россия и Литва. Mano linksma mergina, kiekvieną dieną skamba jos daina. Maryti mėlynakė, maryti kaip plaštakė, kaip angelėlis nekalta. Так, бывает такое понятие, что 2 родины могут быть, наверное. Но я с 5 лет здесь, у меня и одна родина, так, где родился, а 2 родина, где пригодился, наверное. Мы уезжаем, а он остается. Бошка вернется из тайги только в марте. Домой, в Томск. Летом, быть может, съездит домой в Литву. А потом вновь вернется домой, в Россию. Чтобы ранней осенью уехать вновь домой, в тайгу.